нас такая тема сегодня интересная, на мой взгляд. Я предполагаю, что так как я сейчас буду рассказывать, многие живут. А рассказывать я буду о разных формах брака. Хотя, забегая вперед, чтобы не было сюрпризов. Борис, здрасте, кстати. Добрый вечер. Мы уже сказали, что в отличие от нас вы не про уточек, вы про серьезно. Да я бы про уточек сказал бы, я же просто не понимаю ничего в уточках. Я только знаю, что лучше сидеться в руках, чем гостевой брак с уточкой. Чем утка под кроватью. Так вот, что я хочу сказать. Помните ту знаменитую фразу, что осетрина бывает только первой свежести? Так вот, брак бывает только один нормальный. Это я прямо обнаруживаю свою позицию прямо с начала программы. А то вдруг кто-то подумает, что я за все виды брака. Это неправда. Объясню потом, почему. А сейчас давайте расскажем, какие еще виды брака, кроме традиционного, есть. Традиционный брак – это моногамная семья, в которой муж с женой живут вместе в одном доме. Не дай бог, еще и спят в одной кровати. Ну вот, но это не у всех так. У некоторых бывает не так. Например, есть гостевой брак. Таким браком жил, например, Вуди Аллен. То есть к нему Мия Фарроу приходила с детьми в гости. Она жила неподалеку. Он не выносил вообще ни с кем жить, а в гости ничего, так терпел какое-то время. Хотя потом они все равно развелись. Но вы, Михаил, нашли кого взять в пример Вуди Аллена, учитывая, что он женился потом на... Вот тут я хочу сказать... Это падчерица, правильно его было получается? Ну, слава богу, там без инцеста обошлось. Но... А с ней он нормально живет, между прочим. Вы знаете об этом? В смысле, классическим браком? Да, в одной квартире, говорит, первый раз в жизни, а ему уже какой под ему? За 80, по-моему. Говорит, нормально, не раздражает она меня. А он был не один раз женат, и со всеми вот эти гостевые браки, потому что он как бы хотел, чтобы быть и не один, и один, да, чтобы вот какая-то семья была в то же время. У него сын, кстати, есть. Интересный парень, красавец. Вот. Ну, вот так живут люди, и не только Вуди Аллен. Когда они... Кстати, я вспомнил, у меня в юности была подруга, с которой я все время ссорился. Она мне как-то говорит: слушай, я тебя раздражаю, а давай ты мне ребенка как бы сделаешь, родишь, что называется, жить мы будем с тобой порознь, а ты будешь приходить ко мне в гости. Я сказал: да нет, ну это ненормально. То есть я тогда уже, когда был полным психом, тоже думал, что это ненормально. Вот. Дальше есть браки экстерриториальные. Это вот моя любимая тема про глухонемого капитана дальнего плавания. Это когда, помните, как это в «Юнона и Авось»? Я тебя никогда, говорит, не забуду, а я, говорит, тебя никогда не увижу. То есть это люди, которые живут в разных городах, странах, а если очень повезет, то и на разных континентах. Видятся нечасто, но там по скайпу общаются. На мой взгляд, тоже нездоровая история. Ну, конечно, если один супруг уже 6-й год в коме лежит где-то в Южноафриканской республике, а другой нарезает круги на корабле вокруг Антарктиды, то как-то понятно. А если это не является причиной, тогда я хочу спросить, а почему так? Чего ж не съехаться-то? Это второй брак странный, который называется экстерриториальный. Но еще один брак есть. Это называется открытый брак. Он, наверное, даже больше похож, я бы даже сказал, на свингер-клуб, чем на брак. Так как брак у людей европейских, к которым России тоже относится, моногамный, то этот совсем не моногамный. То есть у мужа и жены есть какие-то отношения и на стороне. И у меня даже был человек, женщина, на приеме в консультации, который живет по этим правилам, принимает их, кроме одного. Он говорит: Михаил, так унизительно, когда мой муж с кем-то там развлекается, я звоню, он должен, я считаю, бежать, брать трубку. А он потом мне еще претензии выкатывает: что ты не вовремя звонишь, ты же видишь, что я не один. То есть, как бы она согласна, у нее тоже есть какие-то мужчины, на все согласны, но она хочет все-таки быть женой, чтобы все-таки она была в приоритете. Вот это у них не получается. Тоже, согласитесь, не для каждого подойдет. Есть такой брак, его браком вообще невозможно назвать, потому что формально не брак, это паксированный брак. Это придумали французы, у них очень тяжелый семейный кодекс. Вы сейчас поймете, что там тяжелого. Если французская жена
не работала 10 лет, находясь в браке, а потом они развелись, то, как правило, муж пожизненно ее будет содержать очень приличными деньгами, может разориться. И они придумали такой форму брака облегченную, но он даже не брак. Паксе — это то, что по-русски мы говорим слово пакт, то есть некий договор. Договор о том, что мы пара, и нам дают скидку на электроэнергию, на парковку, но при этом, когда мы расходимся, мы не делим имущество, и никто никого не содержит. Ну, наверное, может, я даже и забыл какие-то виды брака, нам этих, слава богу, на час хватит. Вечер добрый. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Екатерина, я звоню из Москвы. Первый раз слушаю вашу передачу в прямом эфире и дозвонилась. Забавно, конечно. У меня следующий вопрос. Я живу по вашим правилам, и так получилось, что у меня начались отношения с женатым мужчиной, и в какой-то момент я поняла, что мне не очень комфортно из-за того, что вот он женат. И, согласно вашим правилам, сказала ему о том, что, дорогой, там вот, давай, либо ты будешь уходить от жены и придешь ко мне, либо наши отношения, к сожалению, закончатся. Вот. После этого он сказал, что, он взял время подумать, сходил там к психоаналитику, поговорил и сообщил мне, что он принял решение, что он, его брак тот закончился, да, и он хочет жить вот со мной. И, в принципе, все замечательно и хорошо, кроме того, что сейчас его периодически ломает, и он там поговорил с женой, да, она расплакалась, и его решение это очень сильно поколебало, и, в общем, вот он теперь вот в этом непонятном состоянии находится, просит меня там ему как-то его поддержать и помочь, и я его хочу поддержать и помочь, но в целом меня эта ситуация там несколько напрягает, потому что я не знаю, ваш вопрос? Вот, вопрос такой, как вы считаете, нужно ли мне его каким-то образом поддержать, как я могу это сделать? Я вам расскажу, как. Что? Я вам расскажу, как поддержать его. Да, вот расскажите мне, пожалуйста. Пока он не развелся, вообще не можете с ним иметь никаких отношений. Он не ваш муж, он не ушел от жены. Это все бла-бла пока, правильно? Да, но он находится в процессе вот этого. Вот когда... Нет, смотрите, вы говорите, мне не нравится, что ты женат, правильно? Угу. До тех пор, пока он не разведен, он женат, вы это понимаете? Да, конечно. Видимо, не очень. Все закончено. Пока он женат, все, вы же сказали, меня это не устраивает. И то, что вы сейчас говорите, вас продолжает не устраивать. Просто там другая ситуация, да, нюансы какие-то появились. Но по сути все то же самое. Поэтому, кроме моего желания, конечно, реально ему каким-то образом поддержка помочь. Здесь только одна может быть. Когда разведешься, продолжим дальше разговаривать. Вот вся поддержка. А иначе это под разными там. Жена, конечно, переживает, вообще трагедия, это все непросто. Друзья мои, у меня к вам просьба. Давайте я еще раз произнесу тему, потому что, видимо, люди не совсем понимают. У нас не вечер вопросов и ответов. Этот бывает только в конце каждого месяца. У нас сегодня про разные виды брака. Я рассказал про гостевой брак, про экстерриториальный брак, про открытый брак. Вот о чем мы сегодня разговариваем. Поэтому, если у вас есть вопросы, вот вы живете в таких отношениях не с женатыми, женатый у вас не может быть браком. В Российской Федерации у нас нету многоженства. Или я что-то не знаю. Может быть, в каких-то республиках есть. Думаю, что нигде нету. Нет, в мире есть, в России нету. Кстати, давайте я вам расскажу, почему они в мире-то есть. Дело в том, что в России очень легкая ситуация для женщины, которая не замужем. Но не замужем и не замужем. Она может быть любить, а ее могут любить. Она может иметь детей. Она может вообще жить с мужчиной, не расписываясь, и у них типа семья и так далее. И я хочу сказать, что такая ситуация, она как бы женщину ни к чему не обязывает. То ли дело в достаточно большом количестве мусульманских стран. Там ситуация выглядит гораздо печальнее. Если женщина не замужем,
то что ее ожидает? Ее ожидает никогда не иметь секса, никогда не иметь отношений с мужчинами, заниматься родственниками, то есть племянниками, я имею в виду детьми, братьев и сестер, или жить со своими родителями до самой смерти. Но когда такая ситуация, то это очень меняет ландшафт. И тогда в этих странах, естественно, уже давно практикуется многоженство. И вот здесь хотя бы стало понятно, почему, какой смысл в многоженстве. Ну вот потому что это лучше, чем вообще никогда не иметь семьи. Ну, то есть вообще просто она как бы обречена. Более того, так как в этих странах такое, как бы вам сказать, достаточно утилитарное отношение к браку, не совсем про любовь, а про жизнь. То есть, если женщина имеет какой-то возраст, ну, для, скажем, рожающей женщины не самой юной, или вообще невозможной, так сказать, для родов, ей там 50 лет, да, то ее замуж тоже не возьмут, потому что семье нужен ребенок, продолжение рода, она этого дать не может, опять до свидания. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Алло, Михаил, добрый вечер. Меня зовут Соня. Я, к сожалению, не успела с самого начала прослушать программу, поэтому... А вы тему-то поняли? Тему, да, я специально... Я хочу попросить вас, чтобы вы, да, по теме именно говорили. А начало вы там... Давайте я специально спешила домой, чтобы задать вопрос. Вот, прекрасно, это приятно, у меня спасибо. Да, я живу в Москве, не замужем. У меня такой вопрос. Как с самого начала определить, какой тип брака тебе подходит, чтобы не мучиться? Я вам скажу, какой подходит. Если вы адекватный, вам только один вид брака подходит. Что традиционно вы живете вместе с мужем, у вас семья. Все остальное, это уже вызывает вопросы. А вы какой рассматривали? Я еще думала про, такой гостевой, то есть, что мы не все время вместе живем. А помните, как герой одного фильма сказал, вот это будет перед глазами туда-сюда каждый день ходить, да? Помните? Вот тогда гостевой, конечно. Но вот как моя подруга сказала, слушай, если тебя раздражает, давай вот так вот отдельно жить, будешь в гости приходить. Это же не от хорошей жизни происходит, понимаете? Это происходит у невротиков, потому что они не могут. Но зачем, вот спрашивается, да, помните «С легким паром» фильм, да? Да, помню, да. А зачем вообще, если он, Мягков этот говорит, он будет перед глазами туда-сюда, зачем ты женишься на ней, хочешь спросить? А мама хочет, помните, Добержанская такая была актриса, хорошая, умерла уже давно. Видимо, надо пересмотреть. Конечно, то есть мы что имеем в виду, что мы как бы женимся по любви. Должны у человека быть какие-то радости в жизни, правда? Да, например, жениться по любви же. Это радость какая-то, правильно? Да. А тогда зачем вам гостевой брак? Что, ваш муж вас раздражение вызывает? Вы его долго не переносите, а чем вы женитесь? И вы тогда его не любите. Понимаете, логика какая? Здесь вопрос, может быть, я думаю, чтобы совсем, если друг друга не раздражать, и при этом иметь некую свою территорию, да? Если, например, у тебя не получается отделиться в общей жилплощади, например. Вот. Если ты понимаешь, что если рядом, ты все равно не можешь быть сама с собой побыть. Так уехал, приехал. Вроде как у каждого свои дела, интересы, скучать, встретились, все как в первый раз. Соня, скажите, пожалуйста, а вы сами из какой семьи? У вас родители тоже так жили? Нет, наоборот, у меня очень классическая, традиционная семья. А что-то напрягало в детстве в этой семье? Да. Что? Что их мне слишком как раз много? Не хватало, что их много. И мне как раз не хватало личного пространства. И меня иногда даже напрягало присутствие мужчины, наверное, в доме. Папа вас пугал, что он раздражал, нервировал? Да, всего хватало. И любила, и нервировала. То есть понятно. Одной гаммы чувств не было. То есть было все. Букетик целый, да? Соня, давайте на вашем прекрасном примере я попытаюсь как бы обобщить эту историю. Вот откуда берутся разные браки? Видите, нет хорошей жизни. Что нам говорит Соня? Родителей было слишком много. Папа там и любил, и нервировал, и так далее. И я, видимо, хотела остаться одна. Кстати, я могу про себя сказать. Я родился в семье, где одновременно в одной квартире жило 6 человек. Это очень много. Единственная моя мечта была, а еще какое-то время со мной в комнате
мой двоюродный брат женился, и они жили, то есть вот я жил, мой родной брат жил, и еще двоюродный заехал с женой. Ну и плюс мама, папа, плюс еще родители, то есть не родители, а там мама мамина и мама папина. И все это в одной квартире. Вот. И, конечно, это было тяжело. И когда я чуть-чуть подрос, значит, у меня была такая тоже мечта, как у Сони, остаться в доме одному. И мне было лет, наверное, 16 или 15, первый раз в жизни вдруг остался дома один. Лучше бы этого не было. Я тут же перепил, получил алкогольное отравление, у меня сразу отнялась левая часть туловища, и было смешно. Вот. Потом, конечно, я хлебался где-то через месяц, а первую неделю меня вообще тошнило. Так что вот так вот оставишь детей одних, которые мечтают остаться, вот так вот. Ну, я тут же девчонку, конечно, пригласил, что ж я дождался до 16 лет на первый раз. Все кончилось очень плохо. Да и с девчонкой ничего тоже не получилось, зато отравился. Ксения спрашивает: Михаил, хотела бы вас пригласить прокатиться на мотоцикле, покушать мороженого, побегать босиком по траве в парке. Ксения, приглашайте, то я от мороженого откажусь, я сладкого не ем. Добрый вечер. Добрый вечер, это я уже, да, в эфире? Ну, судя по всему, и вам это не снится. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Юлия, я просто первый раз звоню в эфир, для меня это непривычно. Юлия, я надеюсь, вы по теме нашей программы? Да, вот именно как раз по теме вашей программы я хотела задать вопрос. Нахожусь ли я сейчас в состоянии гостевого брака, по вашему мнению, или нет? Мне 38 лет, я уже дважды разведена. Первый брак у меня длился 12 лет, второй брак длился у меня 4 года. И слушая ваши передачи, я уже прихожу к выводу, что это были, конечно, невротические отношения, где там все друг друга спали. В первом браке я была жертвой. В втором браке такое чувство, что я отыгрывалась, у меня жертвой был мой второй муж. Вот. Сейчас я как бы уже в новых отношениях с мужчиной, который абсолютно для меня нетипичен. Если прошлые были такие творческие личности, интеллектуалы и искатели, которые мозг понимали, то это спортсмен, абсолютно занятый, круглосуточный человек, занимающийся спортом. И не шахматист, судя по всему, да? Далеко не шахматист, абсолютно. Так. Вот. И для меня отношения с ним очень непривычные, потому что мне с ним, в общем-то, очень нравится и в интимном плане, и просто общаться, и заниматься вместе. Но меня иногда начинает переклинивать. Во-первых, он меня замуж не зовет. Я как бы тоже не стремлюсь и не настаиваю, потому что мне как бы страшновато. 2 раза уже не сложилось, если я сейчас еще 3-й раз начну с кем-то жить, опять не сложится, ну что ж такое уже. А что вы так уперлись в цифру 3? Вот Элизабет Тейлор была замужем 11 раз, 2 раза за Бартоном. Ничего. Не знаю, может, конечно, еще все впереди, но поскольку у меня как бы еще года не прошло после второго развода, меня немножечко переклинивает. Но, в принципе, вот когда человек приезжает к тебе, там, у тебя остается там ночевать, все, уезжает, мы проводим вместе время. Это можно считать гостевым браком? Нет, это как бы ненормально. Стоп. Это никаким браком считать нельзя, вы просто тупо любовники. Конец рассказа. Все остальное влечет за собой раздел имущества. А ваши отношения ничего не влекут. Да, у меня еще такой вопрос был по поводу того, что меня периодически начинает переклинивать с ним. Он абсолютно спокойный человек, так. А у меня, можно сказать, с регулярностью в 2 месяца случаются какие-то, не знаю, паранойи. Я начинаю себе надумывать какие-то причины, что там он меня не любит, или а вдруг он меня изменяет, и я же с ним не круглосуточно вместе. А почему он меня не расспрашивает? А почему он меня не хватает за руки, в голову ко мне не лезет? В общем, я начинаю на него вываливать это все. Он на меня смотрит абсолютно спокойно, говорит: слушай, все нормально, говорит, успокойся, я тебя люблю. А вы часто видитесь? Да, раза 2-3 в неделю точно. А в остальное время он живет у себя дома? Да. Почему? А я у себя. Потому что у него 2 детей, у меня 2 детей. Он живет с детьми? Да, он тоже дважды разведен, и жена как бы оставила детей ему, а мне мой муж оставил мне моих детей. И я думаю, что это еще очень сильно сказывается, наверное, это вот осложненность, не знаю, финансово-бытовая. Но есть какие-то, вы говорили про перспективы, может, со временем, может, не все сразу. Не знаю, может быть, честно говоря, как-то
когда вот у меня совсем проблемы, он вроде бы включается, он мне помогает. Ну так, чтобы прям говорил, что давай вместе жить, нет, вообще не было. Может быть, меня это и напрягает? Да, я думаю, да, потому что вот я вот что скажу. Как я вижу ситуацию в идеале? Вот у меня часто лекция бывает, называется «Про замуж». А она, в общем-то, о том, что многие девочки, это девочек касается, они не очень правильно понимают, что такое замуж. У них про замуж это отдельная как бы песня, мечта, национальная идея, смысл жизни, все, что вы хотите. Когда я был школьником, в Советском Союзе было принято у многих женщин одевать обручальные кольца незамужних, чтобы в метро все видели, что я типа замужем. Так вот, никуда эта фигня не делась, она продолжается и сегодня. И многие девушки в юном возрасте говорят, я хочу замуж. Почему? Как это? Во-первых, это красиво. Фата, кукла, капот, кукла на капоте, фата на голове, подвенечное платье, родственники, подарки, все дела. Во-вторых, подруги уже, а я что, типа, некондиционный товар, почему меня замуж не берут? А их берут. Вот по всему. А на самом деле, как я вижу себе ситуацию в идеале? Вы знакомитесь сначала, хотя бы просто с кем-то знакомитесь. Потом у вас могут возникнуть какие-то отношения. Вы влюбляетесь. Вы вместе проводите время. И у вас вот возникает неодолимая потребность проводить время все больше и больше. И вы начинаете вместе жить. И у вас возникает желание иметь детей. Вот с этого момента мы говорим о браке. Как я это понимаю, в нормальной ситуации. А когда вы человека не знаете, а спрашиваете, так, у тебя серьезное намерение, подонок, ты что тут хочешь вообще? Ну, мужчина считает, что вы используете, потому что у вас к нему нет никаких ни чувств, ни отношений. И вот тогда понятно, почему нормальный брак, когда вы живете вместе. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Это Алена из Нижнего Новгорода. Да, Алена, здрасте. Не верите, что я до вас дозвонилась. А вам верится, что через 2 минуты нам прощаться, мы на перерыв уходим? Лучше говорите быстро. Хорошо. У меня вопрос такой. Можно ли, не любя себя, не принимая себя, вот жить с человеком и строить отношения и развивать себя? Не принимая себя, не любя себя, да. Жить с человеком, строить отношения. Так большинство живет. А в чем проблема-то? Живут несчастливы, это другой вопрос, но живут же. Вот сейчас перезвонила перед вами девушка. Слышали разговор, да? Нет, не слышала. Вы только сейчас включили, но это в эфире. Нет, я слышала конец. Короче, эта девушка 2 раза была замужем. А вы не были ни разу еще, правильно? Нет, не было. Не была. Вот, а это 2 раза. А она, видите, что говорит? 1 раз он меня, 2 раз я его. Все как-то не... А 3 вроде и ничего, но мы не в браке. И вообще я ревную, подозреваю. То есть, видите, брак сам по себе вообще ни о чем. О чем, когда вы в браке счастливы? Вы хоть 5 раз замужем, если вы несчастны, если вас там, я не знаю, обижают в этом браке, ну, подавляют, как любят женщины пожаловаться, личность вас не видит, но какая разница, в браке вы или нет, понимаете, да? Да. То есть, когда вы с нерешенными проблемами вступаете в брак, во-первых, вы такого же горбатого мужа себе получаете, а во-вторых, вы с ним вступаете в такие же нездоровые отношения. Но это может всю жизнь продолжаться. Я помню, читал книгу Вишневской про жизнь с Ростроповичем, там все не сладко было. Люди прожили всю жизнь вместе. На любителя, на большого любителя. Вот с возрастом понимаешь, что кроме любви остальное все вообще мало интересно. При этом люди по разным причинам вступают в отношения и очень по-разному живут. Но хотел бы все-таки хорошо, счастливо и по любви. Очень хотел ребенка, пишет Андрей, женился, понимая, что тяжело мне с женой. Разные люди, наверное, гостевой был бы лучшей формой. Вот я хочу, чтобы на одно обратили внимание. Люди не от хорошей жизни предлагают разные формы брака. Не типа так прикольно, а потому что у нас проблема. А мама с мужем уже не живут вместе. Это, видимо, пишет дочь или сын. Началось все с раздельных спален. Потом он стал часто уезжать из-за налогов. И в итоге у них как бы семья ночует вместе, а они крайне редко. 1-2 раза в месяц. Я переживаю, как это скажется на сестренке, ей 12. Заранее спасибо. Вы знаете, на сестренке скажется даже не это, а что у них реально за отношения.
Они могут не жить вместе, но если у них по-человечески спокойные, нормальные, ровные отношения с теплом и душой, все будет хорошо. Если они холодные люди, которые дистанцируются, ребенок будет, конечно, переживать. Добрый вечер. Вот и поговорили. Кто-то пишет реплику: пусть за зубного техника уйдет, мы дома почти не бываем. Хотя к чему реплика, я не понял. Добрый вечер. Вопрос такой. Многие отношения сейчас это сожительство, иначе не назовешь. А отношения хорошие, любовь, регулярный хороший секс. Говорит, моя мама, мужчинам это удобно. Как сподвинуть мужчину на заключение брака? Спрашивает Наталья из Москвы. Наталья хотя бы пришла в сознание. Потому что я часто у себя на приеме слышу такое. Я задаю вопрос: вы в браке? Женщина говорит: да, в гражданском. Я говорю: дорогая женщина, у нас нет гражданского брака. Его изъяли из гражданского кодекса около 7-8 лет назад. Это именно сожительство, как правильно пишет Наталья. Не надо мужчину никуда двигать. Вы можете сказать: дорогая мужчина, я очень хочу замуж и детей. Если ты не хочешь, давай прямо сейчас попрощаемся. Не трать мое время. Это все. Добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вы меня... хорошо. Меня зовут Екатерина, мне 33 года. Так. Просто непонятно. Я в эфире, да? Когда звонишь, непонятно. Екатерина, давайте другие варианты. Да. Если вы не в эфире, то вы где еще? Все отлично, все замечательно, есть диалог. Вы знаете, у меня такой вопрос. У меня с детства не было как бы модели поведения родителей, где был бы, вот, как вы говорите, нормальный брак. Вы из детского дома? Ну, слава богу, нет. А почему модели-то не было? Что? То есть родители были, а модели не было? Ну, как бы, да. Мне когда было 14 лет, у меня мама как бы уехала, я там с родственниками жила долго, и, собственно, как бы вот до зрелого возраста. Да, но до 14 у вас была мама? Да, конечно. То есть все, где вы формировались, у вас было все с мамой? Да, все с мамой. Ну, так все нормально брат. было? Ну, как бы нормально, да. С мамой у меня были очень хорошие отношения, хотя как бы я ее... Неважно. У меня просто вопрос. У меня нет понятия, знаете, вот такого понятия, вот брак. Выйти там замуж, вся фигня. Я верю в любовь, я верю в то, что люди вот как бы созданы друг для друга, но я не понимаю, как совместить эти два понятия. Вот влюбленность, да, человек, которого ты любишь, и брак. Я не знаю, как объяснить. А я вам помогу. Это вопрос ваш, да? У меня вопрос, да, вот вообще это вот реально для таких вот, как я. Конечно. Вот давайте возьмем адекватный. такую ситуацию. Вот вы влюбляетесь в мальчика. Вы же влюблялись, наверное, еще в школе в мальчика, правильно? Конечно, да. А сейчас сколько вам лет? Мне 33. Вот, и влюбляетесь уже в мужчину. Да. И если это взаимное чувство, вы согласны с тем, что у вас есть желание видеться все чаще и больше? Логично, конечно. А как это можно сделать максимум? Только живя вместе, правильно? Ну да. Ну вот. Дальше, например, вы живете, вы хотите детей иметь? Да, безусловно. Ну вот. И вы говорите: вот я детей хочу, говорит, и я хочу детей. Но правильно, чтобы ребенок все-таки в семье рос, да? Пойдем распишемся, правильно? Да, ну и что тут сложного? Зачем вам мама для этого специальная, обученная? Да нет, не мама, понимаете? Пока нет. Ясно. Я понимаю. Что в этой схеме вас смущает? Расскажите мне. Понимаете, я не представляю себя как бы... Вот есть модель, да, вот есть два человека, вот мужчина, женщина, они каждый день там встают, делают, они взаимодействуют, они общаются, у них это как бы происходит естественно, правильно? Вот ты когда живешь в детстве, у тебя это все как бы... Ну подождите, когда вы влюбитесь, у вас же тоже все естественно будет. Вы сейчас себе представляете абстрактного мужчину, с которого даже чай не хотите садиться пить, не то что раздеваться. А мы сейчас говорим про горячо любимого парня. Ну, так а в чем проблема-то? У вас это и так будет естественно все, понимаете? Вы же его любите, он вас любит. И все, что вы рассказываете, вся эта бытовая история, да? Как вы чистите это просто тараканы в голове, которые просто... Я думаю, это надуманная история, она со страхом связана еще с детским, потому что мама в 14 лет уехала. Очень интересный вопрос Насти, 32 года. 2 раза замужем, 11 раз замужем. Как они это делают? Я вот ни разу не была. Ну, я не знаю, как это делают. Может, как-нибудь мы сделаем такую программу,
да и записать придется, взять таких женщин, у которых было много мужей, и они нам конкретно расскажут, как они это делают. У Корнея Чуковского было от 2 до 5, а мы сделаем от 2 до 11. Ну, 11 я не знаю, найдем ли мы такие. Ну, Элизабет Тейлор, как вы говорили, в прошлом, по крайней мере, да. Да. Я помню, папа старший Набутов, Кирилл. Кирилл, да? Кирилл Викторович, да. Кирилл Викторович. У него была офигенная передача, я обожал «Адамово яблоко». Ну, вообще неземная передача. Прошло уже, наверное, 30 лет, я помню сюжет для мужчин, как без стирального порошка и стиральной машины постирать рубашку. Знаете как? Набрать ванной воды, насыпать порошок и ногами походить. Вот. А потом у меня был такой сюжет очень смешной, как в ЗАГС пришли мужчины лет под 80 с 20-летней невестой. И работники ЗАГСа говорят: мы вас не будем расписывать. Это же понятно, что у нас за прописку, за питерскую. Ну, это... Мужчина, типа, вы что тут, дурака-то валяете? Фиктивный брак? Не-не-не. Он промолчал, сделал сальто в воздухе под 80 лет мужчине и приземлился не на пол, а на стойку ЗАГСа, где они писали все. Они, конечно, тут же выпали в осадок, их быстро расписали. Оказался, он работал еще в оркестре «Утес». Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Здрасте. Да, здравствуйте, Михаил. Очень приятно с вами пообщаться. Меня зовут Наталья, мне 30... 30 с кем-то лет. Ну да, Так. 30 с кем-то лет. Был брак с мужчиной старше меня на 18 лет. Закончился он не далее, как около где-то год назад. Часа 2 как? Так. Да, развелась, переехала, живу одна, вот уже около года в своей квартире, все прекрасно, но боюсь пускать мужчину в свою жизнь. Конкретного мужчины пока нет такого определенного, просто не хочу, вот как вы говорите, чтобы кто-то мелькал, потому что настолько негативный, отрицательный опыт был, и боюсь, что это со мной останется, и не знаю, как побороться с этим, не знаю, надо ли бороться с этим. Даже имея, очень позитивные чувства к человеку, не хочу, чтобы он был со мной постоянно. Не хотите? То есть боитесь, что опять все плохо пойдет, да? Боюсь, что он начнет меня раздражать, начнет показывать свое истинное лицо, не знаю, перестанет, устраивать меня вот при, скажем так, ближайшем рассмотрении. Как-то так, возможно. И в чем вопрос? И вопрос в том, когда это пройдет вообще? Это, во-первых, пройдет, как любой страх. А во-вторых, вы же можете попробовать, но пойдет, не пойдет, не пойдет. Чего так волноваться-то? Слушайте, дайте я вам еще одну вещь интересную расскажу, всем расскажу. Мужчины, женщины, отношения, брак, это все прекрасно. Но у многих людей, особенно отношения, занимает гипертрофированное место в жизни, то есть избыточное. Почему? Во-первых, что это значит избыточное? Как будто вот человек не может жить без отношений. Как бы я могу жить, но это вообще прозябание. Это вообще неинтересно, это не жизнь, это какие-то серые будни. Вот была бы у меня семья или были бы у меня отношения, тогда другое дело. Откуда это вообще все берется? Это берется от того, что ребенку не хватало в детстве внимания родителей. И его реально переклинило на отношениях и на семье. И человек не может просто так жить, если нет отношений и семьи. Те люди, которые полноценно имели родителей, в том объеме, в котором нужно было, у них нет такой проблемы. Они могут копать, могут не копать. Они могут жить одни, могут жить с кем-то. Им хорошо и так, и так. А те люди, которых были лишены вот такой возможности полноценной семьи, для них это реально больная тема. Поэтому очень многие вот без семьи и без отношений вообще не живут. Подумайте об этом. Здрасте, Михаил. Традиционный брак — это, наверное, правильно. Нередко женщина в таком браке превращается в обслуживающий персонал. Понятно, что заставляет задуматься о гостевой форме. Слушайте, вам какая разница, вы будете раз в неделю убирать квартиру, когда в гости приходите, или каждый день? Если вы персонал обслуживающий, то тут без разницы, как вы живете. Добрый вечер. Добрый вечер. Наконец мужской голос поведался. Здрасте, как вас зовут? Зовут меня Александр.
Значит, у меня вот был опыт, встречался с девушкой, у которой родители как раз вот жили, как вы сказали, вот, гостевой брак, да, так В гости называемый? ходили, да, друг к другу? Да. Вы знаете, ну, сначала как бы это не сильно все, будем говорить так, задевало и так далее. А потом, когда начались какие-то вот взаимоотношения уже такие более серьезные, ну, это брак с девушкой, да. А у ее матери этот брак был как бы второй уже. Вот. И вот тут как бы вот от мужа этого гостевого поперло по полной программе. Ну, не хочется же удобства свои определенные терять, да, вот в этих, так сказать, встречах, чтобы кто-то мешал и так далее и тому подобное. Там надо было всего-навсего небольшой период времени пожить вместе, пока решали жилищные вопросы. Вот. И вот на мой взгляд, браков может быть сколько угодно, но как бы из личного опыта такого жизненного, конечно, он у меня не такой большой, как может быть у вас, и вы наверняка очень много случаев можете привести, как бы противовес мне. Но мне кажется, вот такие основные браки, это как бы традиционные и гражданские. А все остальное это уже такие, ну, будем говорить так, ну, побочные такие вот к этим бракам браки. Вот. Ну, это как бы мое такое оценочное осуждение этой ситуации. Спасибо. Вот. А так, конечно, еще это я прошу секундочку времени отниму. Вот, вы знаете, вот скажите, пожалуйста, вот неужели все женщины вообще зациклены на браке? Потому что вот, особенно если встречаешься, там, знакомишься с девушкой 30+, у них это просто какая-то фобия, что ли. Давайте я вам отвечу просто тогда. Вот у нас сидит специально обученная девушка, пусть она расскажет. Совершенно нет, я не замужем, не зациклена. Ей, правда, 30 минус, но пусть она тоже скажет. Нет, я отвечаю. Есть люди такие, попадаются, которые не зациклены. Вы слышали, Александр, что Мария сказала? Она не хочет замуж. Ну, не сегодня, во всяком случае, не сейчас. Вот не в 20:49, что там за день, во вторник, точно нет. Не сейчас. Нет, есть такие девушки. Александр, спасибо вам за звонок. Есть такие девушки. И у нас на СМС-портале, кстати, были сообщения насчет, некой незначимости Мария не одна брака, такая у нас. Так, Вероника, 31 год, 3 года в классическом браке. Из ваших слов я поняла, что спать в разных постелях не совсем нормально. Почему? Я такого вообще не говорил. Спите где хотите, хоть на полу. Это я не знаю, почему так решили, что из моих разговоров вы это поняли. Наташа. Здравствуйте. Как? Написано Наташа, а здравствуйте, Анна, 29 лет. Вот как жизнь-то бывает складывается у людей. Имея отношения с мужчиной на расстоянии уже 5 лет. Сначала отношения на расстоянии устраивали, потом родился ребенок. Через 2 года еще один отношения зарегистрировали. Наконец мы дошли до брака. Потому что Александр ввел вас в заблуждение. Никакого не бывает гражданского брака, я уже объяснил. А муж все равно живет отдельно, мотивируя тем, что в своей стране он зарабатывает больше денег. Нам нужно подождать, чтобы реализовать его профессиональный проект. Как сделать так, чтобы приехать в жизнь? Упреки, слезы. Да не надо ничего делать, господи. Пусть живет как хочет. Вы должны понять простую вещь. Он про деньги. Вот у него есть выбор. Он считает, что деньги важнее. Вы себя спрашиваете, вам это интересно вообще или нет? Понимаете, какое дело? Все эти разговоры, давай сначала денег заработаем, это все равно вопрос выбора. Здравствуйте. Алло. Здрасте. Здравствуйте, меня Алексей зовут, я из Москвы. Да, Алексей, здрасте. Ну, вы знаете, с большим уважением отношусь к вашим передачам. Но вот по сегодняшнему вопросу хотел с вами посоветоваться. Ну вот, не кажется вам, что здесь ответ гораздо проще? Просто, мне кажется, наше общество из-за феминизации его женщины просто, мне кажется, испорчены. Но это просто это вот мой такой вопрос. Мне не кажется, точно могу сказать, не кажется. Дело в том, что есть претензии у обоих полов друг к другу. У мужчин, как у вас, по поводу испорченных женщин. Ну и, конечно же, любимая тема. Нет этого слова здесь, нет, да? Что мужчины все козлы. Это я тоже слышал. А откуда это берется? От такого негативного опыта. Но когда у вас опыт позитивный, вы думаете тоже по-другому.
Вот пишет, например, еще бывает братья, когда живут вместе, но почти не общаются, спят раздельно, но оба не разводятся. Ради выживания? Не знаю, наверное. Добрый вечер. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Ой, здравствуйте, дозвонился. Я вот еду сейчас, слушаю вашу прекрасную передачу. И вот вопрос, собственно, не вопрос, а вот звучал вопрос, где затронулся вопрос про то, как то, что мужчина способен ли передавать любовь и прочее, если его в детстве недолюбливали. Тут у меня немножко с вами несогласие. Я вот, например, из детдома. И меня зовут Владимир, извините, не представился. Да, Владимир, пожалуйста. Да, и я могу сказать, что вот у меня как бы была личная прекрасная жизнь, там 6 лет я прожил с женщиной в любви и в полном. Мне вот кажется, для того, чтобы женщину любили, мужчина, он вот, знаете, вот, наверное, как вот какой-то, не знаю, собачий пеликост. Если его любят, то и он полюбит. Да, вы знаете, почему я так сказал? Я, во-первых, говорил не про любовь, я говорил именно про брак. Я общался, по роду своей работы с людьми из детских домов. В чем была обычно проблема у них? Любить они, конечно, могут, дело в другом. У них, к сожалению, нет таких семейных потребностей сидеть за столом вместе, проводить время вместе. Они все время пытаются, так как их тоже можно понять, они все время жили в коллективе. У них все время было желание уединиться, это была проблема. Они, например, когда обедали, уходили к себе в комнату, когда гуляли, шли в другую сторону и так далее. С любовью все хорошо. Я хочу закончить, у нас еще есть время, смешное сообщение. Михаил, я купил вашу книгу, но я счастливый. Как мне быть? Побыть счастливым и умирать, спрашивает Сергей Саратова. Сергей, все там будем, не переживайте. И счастливые, и несчастные. Но некоторые будут с вашей книгой, Михаил, прямо стоять. Как раньше хоронили фараонов, с какими-то предметами. Да. Слушайте, что я вам хочу сказать. Уже, так сказать, программа подходит к концу. Пару слов. Может быть, я не прав. Может быть, кто-то чувствует себя совершенно счастливо в гостевом территориальном браке, а другие просто балдеют от открытого брака. Но это как бы дело самих людей, как им нравится. Вот я, человек, может быть, старорежимно традиционный, для меня все-таки, если люди друг друга любят, у них есть желание жить вместе, и поэтому они живут вместе. И спят они в одной постели не потому, что им семейный психолог сказал, что это оздоровляет их отношения, потому что им нравится спать вместе. Вот и все. Не надо исходить из каких-то представлений, пониманий, что так правильно, а вот так неправильно. Вот это здорово, это нездорово. Жить надо так, как вы правильно для себя сами даже не считаете, не думаете, а как вы чувствуете, как вам, я не знаю, комфортнее, что ли, как вам приятнее и так далее. Но вот сегодня прошла такая не очень долгая наша программа, и вы слышали, кто живет в экстерриториальных гостевых других браках, когда что-то не так, когда есть страхи, когда не складывается. Я вам желаю, чтобы у вас все нормально в жизни сложилось.